Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Хотя Дилан не может решить, отправлять ли ему сделанную фотографию или нет, глаза Дилана широко открываются, когда позади него появляется Бэрон и зовет Дилана. Он смотрит на барана, затем смотрит на телефон, затем нажимает кнопку отправки и отправляет фотографию Сабихи Ханым. На настойчивый вопрос Барана, что ты делаешь, он ответил: я думал о дизайне, он очень вдохновляет, очень красивый, а затем прикоснулся к надписи, которую он выгравировал на камне. Бэрон говорит: не трогай его, я не хочу, чтобы кто-нибудь его трогал, особенно ты. В это время Бэрон вспоминает свои писательские воспоминания с матерью. Эта рукопись слишком чиста, чтобы ее мог коснуться кто-то, кто его предает, особенно когда он говорит: ты, задается вопросом Дилан, что я сделал. Почему я послал вам этот дизайн, над которым вы работали всем сердцем? Затем Дилан уходит, говоря: я пойду на кухню. Баран, тот, кого он показывает Дилану, и засыпает в постели из-за усталости. Он плакал, думая о разговоре с Бараном на кухне, и сожалеет о фотографии, которую отправил Сабихе. Сказано: «Баран, прости меня, я убил твои мечты, чтобы спасти твою жизнь, прости меня». После этого Баран приносит ему чай и видит, что Баран уснул от усталости. Пока Бэрон спит, Дилан снимает куртку и вздыхает, желая сказать тебе, что любит тебя. Пытаясь снять с Барана жилет, он замечает раны на пальцах и приносит крем, чтобы нанести крем. Дилан тоже лежит на кровати и наблюдает за Бараном. Они только уснули, и Бэрон проснулся утром первым. Бэрон замечает, что на его палец нанесен крем, и затем задается вопросом, снял ли Дилан мою куртку, но он этого не сделал. Затем Дилан просыпается, и они оба упрямятся, говоря, что торопятся в ванную одновременно, но именно Баран идет в ванную. Пока господин Кудрет и госпожа Азади рассказывают о том, как Баран усердно работал над этой работой и отразил на этом ожерелье свою тоску по матери, их слышит Дилан. Господин Хасан говорит: наше имя будет известно миру, тогда вы должны так сказать, а госпожа Азади отвечает: надеюсь на это. Дилан чувствует себя хуже после того, что он услышал, и не знает, что делать. Джеври услышала по телефону слова госпожи Мелтем о том, что мне не отдадут дочь, и спрашивает Джевдета, что это значит. Они спорят, когда Джевдет говорит: не волнуйтесь, он скоро уйдет и расслабится. Госпожа Кадер приготовила на кухне лекарства для господина Кудета, Дилан приходит и отдает их Гану Кудету, говоря, что он их примет. Господин Кудрет показывает фотографию своих воспоминаний, Дилан видит надпись на фотографии, которая является сувениром от матери Барана, и спрашивает. Когда господин Кудрет объясняет, что история ожерелья основана на этом письме, Дилан думает: я разорен, что мне делать? Пока Дилан говорит о любви Барана к своей матери и о желании Гэжи Айтеан быть со своей семьей, Баран слышит ее и приходит к ним. Он звонит Дилану и говорит, что хочет поговорить о запуске. Он сердито приводит Дилан в комнату и заталкивает ее в комнату. Он злится и говорит: не говори со своим черным сердцем о чистых воспоминаниях моей матери. Баран оборачивается, но не может сдержаться, плачет и уже не выходит из комнаты. Пока Бэрон размышляет в саду, туда приходит Дилан, и они смотрят друг на друга. Госпожа Мелтем приносит Ягмуру игрушки, но Ягмур не смотрит ни на одну из них и даже не заботится о ней. Дилан приходит на кухню и хочет помочь Гэже Кадер, но госпожа Кадер отказывается, говоря, что в этом нет необходимости, мы можем сделать это с моей дочерью. Оттуда выходит Дилан, ей очень грустно, все меня плохо знают, но она утешает себя словами: надеюсь, с Бараном все в порядке, я постараюсь это пережить. Когда он заходит в комнату, Баран одевается. В этот момент у него на рубашке отрывается пуговица. Они оба наклоняются, чтобы поднять пуговицу, и сталкиваются лицом к лицу. Дилан говорит, что она сошьет это сразу, но Бэрон отказывается и говорит, что сделает это.
Берон не может этого сделать, но Дилан настаивает на этом, и в этот момент они снова сближаются. Когда Берон понимает, что не может этого сделать, он оставляет работу Дилану, Дилан и Баран становятся очень близки, и они с трудом удерживаются от поцелуев друг друга. Пока Дилан пришивает пуговицу, она вдруг отвлекается и думает, что из-за меня все ее усилия будут напрасны. Видя, как изменилось ее лицо, Берон думает, что она плачет, потому что игла уколола ей руку, и ругает ее за то, что она, как обычно, подходила к носу. Дилан опирается на грудь Барана, чтобы ртом порвать нить на пуговице, в то время как Баран нюхает волосы Дилана. Они снова вступают в тесный контакт и с любовью смотрят друг другу в глаза. Баран очень рад запуску и предупреждает Гэжу Кадер и Гуля, чтобы они ничего не пропустили. Дилан наблюдает за натиском Барана издалека. С одной стороны, Дилан задается вопросом, каков план Сабихи. Дирья прибыла, и когда госпожа Азади сообщает новость о запуске Барна, господин Хасан и Дирья встречаются лицом к лицу. Дирья ведет себя так, как будто она удивлена и взволнована, как будто она не знала о запуске. Когда Дирья говорит Ферату, что мы собираемся поговорить о свадьбе, Ферат злится и говорит, что не хочет свадьбы достаточно. Гости Барана все еще не приехали, и ему становится любопытно, он звонит Кериму и спрашивает, почему они опаздывают. Тем временем звонит телефон Дилана. Дилан прячется в углу и отвечает на звонок. Сабиха зовет его в заднюю часть особняка. Когда он собирается уйти, господин Кудрет замечает его и зовет к себе. Он спрашивает Дилана, есть ли что-нибудь, что бросается в глаза. Господина Кудрета волнует мнение Дилана, и он говорит Дилану, что это важно для него. Баран берет ожерелье, которое он сделал, из сейфа и показывает его своему отцу, Гану Кудрету. Глаза господина Кудрета наполнились слезами, и когда он сказал «Я почувствовал сияние твоей матери», Баран сказал «Я рад, что ты так думаешь», и при этом мои руки дрожали от волнения, как будто я прикасался к своей матери. Дила приходит к Сабихе Ханем и просит ее заменить ожерелье, которое подарила ей Сабиха Ханем, на ожерелье, сделанное Бараном. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.